Hello, my name is Evelina, и сегодня мы с вами разберем тему some and any. Поехали. In general, we use some, also somebody, someone, and something in positive sentences, and any, also anybody, etc. in negative sentences. Что это означает? Что мы используем some в утвердительных предложениях и any в отрицательных предложениях. Давайте разберем примеры. We bought some flowers. Мы купили цветы. We didn't buy any flowers. Мы не покупали никаких цветов. На русский язык чаще всего слово some не переводится. Any переводится как никакой, никаких и так далее. He's busy. He has some work to do. Он занят. Ему нужно кое-что сделать. He's lazy. He never does any work. Он очень ленивый. Он никогда ничего не делает. There is somebody at the door. Кто-то у двери. There isn't anybody at the door. У двери никого нет. I want something to eat. Мне чего-то хочется покушать. I don't want anything to eat. Ничего не хочу кушать. We use any in the following sentences because this meaning is negative. Да, мы используем any в утвердительном предложении в данном случае, но смысл у предложений отрицательный. Например, She went out without any money. Она вышла без каких-либо денег. She didn't take any money with her. Отрицание, видите, didn't take. He refuses to eat anything. Он отказывается, уже отрицание, что-либо есть. Используем anything. He didn't eat anything. It's a very easy exam. Hardly anybody fails. Очень простой экзамен, и почти никто его не заваливает. Отрицание, поэтому используем anybody. Несмотря на то, что отрицательного глагола нет. Some and any in questions. We use both some and any in questions. Мы можем использовать как some, так и any в вопросах. We use some, somebody, something to talk about a person or thing that we know exists or we think exists. Мы можем использовать some, кто-то или что-то, чтобы говорить о людях и вещах, которые мы знаем точно существуют. Ну или мы думаем, что они существуют. Например, Are you waiting for somebody? Ты кого-то ждешь? I think you're waiting for somebody. Я думаю, что ты кого-то ждешь. Я уверен, что этот кто-то существует. We use some in questions when we ask for or offer things. Мы используем some в вопросах, когда мы о чем-то просим или когда мы что-то предлагаем. Например, Can I have some sugar, please? Можно мне немного сахара, пожалуйста? Or, Would you like something to eat? Может быть, хотите что-нибудь покушать? But in most questions we use any. Но в большинстве вопросов мы, конечно же, используем any. We do not know if the thing or person exists. Do you have any luggage? У тебя есть какой-нибудь багаж? У тебя багаж есть вообще, в принципе? Maybe you do have it or maybe you don't. Может быть, он у тебя есть, а может быть, его нет. Я не знаю, существует ли твой багаж. Is there anybody in the house? В доме кто-нибудь есть? Я не знаю, есть ли вообще там кто-то или нет. Поэтому я использую слово anybody. We also use any with the meaning it doesn't matter which. Мы также можем использовать any в значении да, неважно какой. Например, You can take any bus. Можешь взять любой автобус. They all go to the center. Они все едут в центр города. Come and see me anytime you want. Приходи навести меня в любое время, когда тебе удобно. Мне нет никакой разницы. We use anybody, anyone, anything, anywhere in the same way. И точно так же мы используем кто-либо, что-либо, где-либо. We forgot to lock the door. Anybody could have come in. Мы забыли запереть дверь. Любой мог войти в дом. Давайте сравним some и any. I'm hungry. I want something to eat. What would you like? I don't mind anything. Let's go out somewhere. Where shall we go? Anywhere. I just want to go out. Я голоден. Хочу что-нибудь покушать. Что бы ты хотел? Я не знаю, мне все равно. Все, что угодно. Anything. Все, что угодно. Let's go out somewhere. Давай куда-нибудь сходим. Куда мы можем пойти? Куда угодно. Anywhere. Я просто хочу куда-нибудь выйти. Somebody, someone, anybody and anyone are singular words. Эти слова в единственном числе
что означает, что глагол с ними используется тоже в единственном числе. Например, someone is here to see you. Со словом someone глагол to be будет в единственном числе. Но we use they, them, their after these words. Но после этих слов some, someone, somebody, anyone, anybody мы используем множественные числа. Например, someone has forgotten their umbrella. Кто-то забыл их зонт, множественное число. If anybody wants to leave early, they can. Если кто-то, единственное число, хочет уйти рано, они, множественное число, могут это сделать. Давайте попрактикуемся немного. У вас есть 8 предложений. Вам нужно разобрать, какие слова вы будете в них вставлять. Снизу у вас есть ответы. Пожалуйста, не обращайтесь к ним сначала. Проделайте упражнения, а потом проверьте себя. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы нашли его полезным. Подписывайтесь на наш канал. И если у вас есть какие-либо вопросы по поводу пройденного материала, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я обязательно на все отвечу.